Вот и все. С сегодняшнего дня покупка нового автомобиля в России перестала быть просто покупкой. Это больше не вопрос вкуса, бренда или комплектации. Это уже финансовое испытание, где правила задает не рынок и не здравый смысл, а государственный расчет. Причем расчет грубый, прямолинейный и абсолютно без оглядки на последствия. За одну ночь автомобили подорожали на 10%. Не потому что стали лучше, не потому что появился дефицит, и уж точно не потому что вырос спрос. Все куда прозаичнее. Сначала повысили НДС с 20 до 22%, потом проиндексировали утилизационный сбор. Формально 2% тут, несколько тысяч там, на бумаге выглядит просто безобидно. На практике десятки, а иногда и сотни тысяч рублей сверху к цене любой машины. И если вам кажется, что это разовая история и дальше все устаканится, придется разочароваться. Это не ошибка и не временная мера. Это новая модель существования российского авторынка. Берем максимально простой пример. Машина стоимостью 2 миллиона рублей. Повышение НДС плюс примерно 33 тысячи. Утилизационный сбор еще от 20 до 50 тысяч в зависимости от класса. Уже получается минимум 50-80 тысяч роста. Причем абсолютно ни за что. Ни новой электроники, ни улучшенной безопасности, ни ресурса. Просто потому, что так решил бюджет. Но дальше включается стандартная цепочка. Производитель закладывает запас, дилер перестраховывается, логистика дорожает, кредиты дорогие. В итоге та же машина сегодня спокойно стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. И никто даже не извиняется. Особенно абсурдно ситуация выглядит на фоне отечественного автопрома. Казалось бы, вот он шанс. АвтоВАЗ платит утилизационный сбор по символической ставке – около 3000 рублей за автомобиль. Для сравнения, за импортные машины утильсбор может доходить до сотен тысяч. По логике, именно Лада должна была стать тихой гаванью для покупателя. Но этого не произошло. АвтоВАЗ тоже поднял цены. Объяснение гениальное в своей простоте. Для поддержания конкурентоспособности. Вот только конкурировать тут уже не с кем и не за что. Качество не растет, технологии на уровне прошлого десятилетия. Комплектации бедные, цены как у иномарок еще несколько лет назад. Но ценник продолжает ползти вверх. И растет он синхронно со всем рынком. На фоне очередного повышения цен от АвтоВАЗа у людей все чаще возникает простой вопрос: а что вообще можно купить за эти деньги, если не зацикливаться только на отечественном рынке? Потому что сегодня за 2 миллиона рублей АвтоВАЗ предлагает по сути максимально базовый автомобиль. Без нормальных систем безопасности, без современных опций, часто с откровенно пустой комплектацией. И вот тут начинается самое интересное. Например, за сумму до 2 миллионов рублей из Китая реально привезти седан Hyundai Elantra 2025 года в версии Luxe Premium Edition. 1,5 литра, 115 лошадиных сил, вариатор, передний привод, но главное не это. По оснащению система удержания в полосе, система предупреждения столкновений, круиз-контроль, мультируль, обогрев передних сидений, кожаный салон, люк на крыше, цифровая приборная панель, 6 динамиков. То есть это тот уровень комфорта, о котором в бюджетной Ладе за такие деньги можно только мечтать. Если говорить про кроссоверы, то даже тут есть варианты. Например, Volkswagen Tauro 2025 года. Новый автомобиль, 1,5 литра, передний привод и цена около 2 миллионов 120 тысяч рублей. И снова по оснащению: панорамная крыша, кожаный салон, цифровая приборка, круиз-контроль, мультируль, бесключевой доступ. Фактически современный семейный кроссовер, а не пустая коробка на колесах. Ну а если смотреть чуть выше классом, то за 2,5 миллиона рублей можно привезти Mazda CX-5 2025 года. 2 литра, автомат, 155 лошадиных сил. Да, это уже не база. Камера заднего хода, мультируль, бесключевой доступ, задние парктроники. И опять мы возвращаемся к вопросу: что предлагает АвтоВАЗ за эти же деньги? И что реально можно получить, если рассмотреть альтернативу? Все перечисленные варианты можно привести через компанию ES Transit.
Ребята более 7 лет на рынке, привозят автомобили под заказ из Китая, Японии и Кореи, с хорошей репутацией и большим количеством реальных отзывов. Ссылки на их сайт и Telegram я оставлю в описании. Если тема привоза автомобилей вам интересна, рекомендую посмотреть и сравнить цены самостоятельно. А теперь ключевой момент, без которого все происходящее не имеет смысла. В этом году государство планирует собрать 1 триллион 647 миллиардов рублей утилизационного сбора. Это не просто цифра для отчета, это критически важная статья доходов бюджета. Без этих денег он элементарно не сходится. Нефтегазовые доходы нестабильны, экспорт проседает, рубль крепче заложенного курса. И утилизационный сбор превращается не в экологический механизм, а в инструмент фискального выжимания. Проблема в том, что даже эти планы выглядят сомнительно. Счетная палата прямо указала, прогнозы по утильсбору составлены с огромным количеством допущений. Расчеты ФНС и ФТС не совпадают. Ожидания по количеству ввозимых автомобилей явно завышены, а логика компенсации запутана до абсурда. Проще говоря, есть высокий риск, что реальных денег соберут сильно меньше, чем заложили в бюджет. И что делает система в таком случае? Правильно, закручивает гайки еще сильнее. Получается замкнутый круг. Сборы повышают, машины дорожают. Спрос падает, поступления снижаются. В 2025 году бюджет по разным оценкам уже недополучил почти триллион рублей по утильсбору. Но вместо того, чтобы признать, что конструкция не работает, давление усиливают. А платить за это опять должен обычный покупатель. Рост цен на новые автомобили автоматически разогревает вторичный рынок. Люди понимают, что салон им больше не по карману, и идут за подержанными машинами. Спрос резко растет, а вместе с ним и цены. Автомобиль, который еще месяц назад стоил 1 миллион 200 тысяч, сегодня спокойно выставляется за 1 миллион 350 тысяч рублей. Без ремонта, без вложений. Просто потому, что новые машины стали недоступными. И здесь возникает парадокс. Человек платит больше за худший продукт, но альтернативы у него нет. На этом фоне особенно цинично выглядит схема с компенсациями. Утилизационный сбор закладывается в цену автомобиля, его платит покупатель. Затем государство компенсирует этот же сбор производителю из бюджета. Фактически деньги поступают дважды. Сначала напрямую от вас, потом через налоги. А на выходе автомобиль за миллион с лишним рублей с устаревшими агрегатами, минимальными опциями и качеством, которое давно стало поводом для шуток, но почему-то перестало влиять на ценник. Эксперты уже не строят иллюзий. Первый квартал этого года будет провальным, продажи просядут. Весной возможна некая стабилизация, но не снижение цен. Максимум кредиты, рассрочки, временные акции. Назад ценники никто не открутит. Более того, повышать их будут постепенно, не сразу на 10%, а по 2-3% несколько раз. Через полгода итог будет тем же самым, просто без громких новостей и заголовков. И в этой ситуации главный вопрос уже не про выбор автомобиля. Вопрос про систему. В России автомобиль окончательно перестал быть средством передвижения. Он превратился в объект фискального давления. Покупка машины больше не про комфорт и мобильность. Это проверка на финансовую выносливость. Что делать обычному человеку? Вариантов немного. Первый – ждать и надеяться на весенние скидки, понимая, что это скорее маркетинг, чем реальное удешевление. Второй – идти на вторичный рынок и искать живой вариант. Третий – пригнать машину до 160 лошадиных сил из Китая, Японии или Кореи. Четвертый – ремонтировать старую машину и выжимать из нее максимум, потому что капитальный ремонт сегодня зачастую разумнее, чем переплата в 500 000 за новую машину. И теперь вопрос к вам. Вы все еще верите, что этот рынок живет по законам спроса и предложения? Или уже очевидно, что здесь действуют совершенно другие правила? Готовы ли вы покупать автомобиль в этом году?
или будете ждать, пока система поменяется? Напишите в комментариях. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм-каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании. Ну и шутка на прощание. Как спасти отечественный автопром? Разрешать установку мигалок только на авто, сделанных в России.